Привет, друзья! Сегодня я вам покажу первую в мире одноразовую машину. И это не фигура речи, это не для того, чтобы привлечь внимание или написать яркий заголовок. Это абсолютная правда. И мы пройдемся по эволюции различных вариантов, как это было до этого, как это было устроено и почему сейчас Tesla пришла к технологии, которая сделает так, что таких автомобилей будет на аукционах огромное множество. Починить его в принципе можно, но похоже мы первые, кто будем реально его чинить. Пока кто-то бежит уже по полю, разрывая на себе одежду и кричит: а я говорил, что Маск всех обманывает. У вас есть время подписаться, посмотреть на заставочку, и дальше спокойно и по полочкам мы будем рассказывать, как мы дожили до этого момента. Лучше, чем один битый Cybertruck, может быть только два битых Cybertruck'а. Но этот, он особенный. Значит, это первая машина, которую мы купили себе, именно настолько разваленной, потому что до этого мы покупали на продажу, покупали новые. Обратите внимание, сколько уже битков было куплено, а компания с самым большим опытом по восстановлению автомобилей Tesla никуда не спешит. Это та машина, которая очень сильно нашумела в интернете. Это был стартап, там, где к Cybertruck'у привязывали прицеп с LED-вывеской. И вот с этим LED-экраном она ездила и привлекала внимание всех окружающих, и тем самым зарабатывала деньги. Передвижной бигборд. У нас есть машина здесь, да, которая въехала в что-то, что находилось ниже зазора капота. Вот между капотом и бампером находилась преграда, она въехала, ударила подрамник потянул лонжерон, почему-то он торчит прям максимально вперед. Это тоже какая-то странная инженерная затея. Здесь мы посмотрели на этот удар, нам он очень сильно не понравился. Потому что прямо при ударе тут же вылетает лонжерон. Для того, чтобы поменять лонжерон, надо менять всю морду. Здесь же удар выглядел абсолютно иначе. То есть это столб должен был срезаться, и, соответственно, он упал на машину. Поэтому лонжерон должен был у нас теоретически иметь шанс выжить. Но произошло плюс-минус то же самое. Столб оказался крепче, он согнул подрамник, согнул усилитель бампера и дальше раскрошил точно так же лонжерон. То есть он и согнут, и раскрошен. Поэтому в любом случае, точно так же, как и на этом Cybertruck'е, тут надо менять всю морду с лонжеронами. Здесь она меняется целиком. То есть если раньше были такие удлинители лонжерона, вы могли там поменять какую-то часть. Вот здесь, допустим, он заканчивался, здесь был шов. И дальше вы вот эти удлинители лонжерона меняли, прикручивали новый подрамник, все собирали и поехали дальше. Тут ничего подобного нету. К сожалению, здесь как-то Tesla подошла к нему так, что он то ли должен списываться сразу же, то ли уходить на серьезный ремонт. Поэтому готовьтесь, вот этих вот морд надо покупать много. И готовьтесь к тому, что этих машин будет огромное количество на аукционах, потому что по большому счету, если бы это была тройка с таким ударом, то один день, и она уже не покрашенная, но уже может куда-то соваться. По остальному столб упал на лабаш, на крышу и на шторку. Все это расхерячено. Здесь у нас есть виновник происшествия. Мы же не можем сказать, что это водитель олень въехал в столб. Виновник происшествия у нас столб, который напал. И в результате вот мы имеем такую вот всю историю. Плюс столб упал на крышку, начал вырывать крышку, и крышка вырвалась с той же самой силуминовой частью лонжерона, потому что все цельнолитые детали, они ведут себя как силумин. Видите, они просто срезаются и откалываются, они не гнутся. Плюс помог нам еще водитель этого тоутрака. Он его, когда вез с аукциона, тянул за этот крюк, тянул в одну сторону, в другую сторону, дорвал немножко бампер и то, что находится за бампером. Машина интересная, побитая со всех сторон. В принципе, есть понимание, как его уже восстанавливать. Вот эта часть лонжерона меняется, мы уже ее меняли. Пришло пару новых запчастюлек, и это часть кузова Tesla Cybertruck. Вот эта штамповочка, а вот эта штамповочка с литьем. Есть штамповочки, которые усиливают литье, а есть штамповочка, которая приварена, и есть штампованные элементы, которые приварены уже тоже к литью. Это одна из частей кузова, который раньше у нас был не ремонтопригоден, а теперь очень даже ремонтопригоден. Можно менять. А теперь коснемся тех,
кто уже написал комментарий или еще не успел. Тех любителей рассказать, что кто угодно может отлить такую деталь в песке, где-то там в Пакистане, либо замечательные сварщики из Беларуси или из Каховки, или еще откуда-то сварят это в момент и никаких проблем. Есть нюансы. Нюанс заключается в том, что эта деталь делается в так называемом гигапрессе. И такую деталь невозможно изготовить из обычного алюминия, из алюминия, с которым и так тяжело работать. Это разновидность силумина. Что такое силумин? Силумин — это когда кремния у нас в алюминии примерно до 20%. Что такое кремний в алюминии? Кремний в алюминии делает так, что деталь становится более хрупкой. Чем примечательно? Тем, что Илон, по легенде, придумал эту технологию, играя с детской машинкой. То есть он увидел детскую машинку, которая состоит всего из нескольких частей, и подумал, а чего бы не сделать настоящую машинку из нескольких частей. И вот чаще всего вот те машинки, которые мы играли в детстве, они сделаны, если из металла, то именно из силумина, потому что это более дешевый вариант алюминия, более дешевый, быстрый вариант штамповки. Эта штука очень хорошо, качественно заливается в так называемый гигапресс, и получается вот такая вот деталь. Почему ее нельзя варить? Не потому что она не варится, потому что перед тем, как что-то варить, вам надо вытянуть его назад. И вот здесь как раз проблема, потому что форму вы не вернете никак, эта штука не тянется абсолютно. То есть при малейшей попытке что-то потянуть, она будет просто отрываться. Когда вы будете сваривать назад, тянуть, сваривать назад, будет разрушаться что-то дополнительное. И в результате, вместо того, чтобы потянуть и сварить, вы просто до конца разрушите все то, что у вас есть. Кроме того, что это очень хрупкий, абсолютно не вязкий металл, еще плюс дополнительно появляются поры. Этого избежать невозможно, потому что, естественно, какой-то кислород, несмотря на огромное давление, огромный пресс, какой-то кислород все равно в этой форме остается. Поэтому будут эти машины попадать на наши рынки, но кто в реальности будет покупать такую запчасть, я на самом деле не знаю. Я не представляю кого-то, кто потратит огромное количество денег для того, чтобы ее купить. А купить вы ее можете у нас, мы с удовольствием продадим. У нас таких запчастей есть, мы накупились, так как по-другому его отремонтировать нельзя. Надо будет обязательно ее менять. Второй негативный момент — это когда кто-то купил эту запчасть для того, чтобы ее доставить в Восточную Европу, для того, чтобы ее доставить в какие-то страны Азии или еще куда-то. Здесь тоже проблема, потому что это дорого, потому что это сама запчасть размером как полмашины. И брать, скорее всего, за доставку будут примерно стоимость или автомобиля, или в лучшем случае надо будет погрузить таких запчастей штуки 4 вместе, и тогда вы заплатите как за доставку одного автомобиля. Вот это да! Все сделано сразу же для того, чтобы при малейшем столкновении вы прилетали на вот такую запчасть. С одной стороны, машина супер безопасная, потому что это все крошится и амортизирует удар. С другой стороны, можно было бы получить легкое сотрясение мозга, вместо того, чтобы ремонтировать. Вот это все, что вы видите, все это, вот плюс стекло, вот плюс форточка. Я не знаю, придется ли растягивать бочины, потому что как она туда залезет, еще это первый раз мы такое будем делать. Она под стойку А заводится, под днище, под батарею, там, Вот поэтому, друзья, и надо подписаться на этот канал, потому что никто ничего подобного в мире не делает. Никто не может себе позволить такие эксперименты и не обладает таким количеством знаний касательно электромобилей. И если вы хотите доставку автомобиля в любую точку мира, ссылка в описании. Если вы хотите стать частью нашей команды и живете вблизи с одним из наших сервисов в какой-то из частей мира, то тоже ссылка в описании. В комментариях в нашем инстаграме, в коротких видео многие писали, что гляньте, какая же она цельнолитая, вот же заклепки, вот же сварка. Ребята, вот эта часть, это держатель торпеды. Вот эта часть, она приклеена. Немножко приварена, вот здесь есть пару точек приварки, но вообще она приклеена. Цельнолитая часть у нас идет, вот она, все от начала до конца, вот так по кругу. Здесь только вот эта перемычка. Никакой нагрузки она по большому счету не несет. Ее нельзя было сделать цельнолитой, потому что цельнолитой материал, видите, он у нас толще. Поэтому в целом вся основная деталь у нас это литье. Что это у нас такое? И где это стоит? Это не просто детали какие-то.
это детали от тех автомобилей, которые мы уже чинили. Вот эта конкретно деталь от Model Y, который мы починили за 16 часов. А вот эта деталь от Tesla и грибы. Это Model 3, который мы тоже починили. Починили ее меньше, чем за неделю, с очень большим ударом в переднюю часть. Эти обе детали, они были сделаны и прекрасно, как вы видите, справились с задачей, были сделаны для того, чтобы гасить удар. Вот у нас удлинитель лонжерона. Вот так он сгибается, когда мы бьем машину. Видите, а здесь продолжение лонжерона. То есть, когда повредилась вот эта часть, это уже проблема. То есть, если она серьезно повредилась, если уголочек загнутый, можно отогнуть и дальше вкрутить удлинитель лонжерона, все остальное собрать. Видите, вот это все навесное. То есть, условно, если столб заходит сюда, и такой удар мы видели в нашем автомобиле Tesla и грибы, ничего страшного не происходит. Мы выкидываем держатель радиатора, выкидываем все эти сабли, усилители. Возможно, у нас пошел по одному месту подрамник. Крепление подрамника далеко, чаще всего от удара сильного даже по морде у нас подрамник не страдает. Вот эта часть, которая тоже прекрасно, как видите, отрабатывает, находится вот здесь. Это точно такой же удлинитель, только подрамника. Я восхищаюсь, когда вижу вот эту деталь. Она стоит у нас в офисе. Прямо памятник идеальной инженерии. Когда та вещь, которую придумали для того, чтобы гасить удар, она идеально с этим справляется. К чему это? К тому, что если вы повредили этот автомобиль, то большая часть того, что меняется, это просто навесное. Вот у нас эта тройка 25 года. Морда у нас не цельнолитая. И, видите, удлинитель лонжерона и удлинитель подрамника. Есть вариант нового икса. Когда мы чинили эти автомобили, очень часто была такая ситуация, что удлинитель лонжерона, он здесь такой массивный, крепкий и достаточно толстый, он не сгибался или сгибался минимально, а вот за ним дальше уже растрескивалась сама цельнолитая часть. Поэтому в Cybertruck пошли дальше. И видите, цельнолитая часть у нас не начинается где-то здесь. Нет удлинителя лонжерона, а она идет практически до конца. Что у нас произошло здесь? Так как Tesla пошла путем отмены удлинителей лонжеронов, при малейшем ударе вы сразу же этим ухом бьете по подрамнику. И этот подрамник сразу же кончает лонжерон. И дальше продолжает кончать рулевую рейку. Удар пошел глубже. Он сразу же достал подрамник. Ухо вот это лонжерона, оно и чуть-чуть ушло в сторону. И благодаря тому, что удар сразу пришел по подрамнику, подрамник вырвал это ухо. Вместо того, чтобы поменять удлинитель лонжеронов, подрамники и далее, у нас идет замена двигателя, замена подрамника, естественно, все крепления, вот эти все пластиковые держатели радиатора, про это мы даже не говорим. По суперманифолду, который отвечает за кондиционирование, он тоже идет в замену. И, в принципе, под капоткой у нас вообще ничего не остается следующего дорогого, что не меняется. Но вот эта часть, может быть, у нас выжила, но маловероятно. А нет, не выжила. Тепловой насос у нас тоже кончился. И смотрите дальше. Верхняя часть, та, которая в других машинах вообще никогда не страдает. Здесь и он растрескался, и он разлетелся. И, естественно, лобовое стекло у вас бьется практически всегда при каждом ударе. И в результате, для того, чтобы ее починить, надо вытрусить всю подкапотку, все это заменить целиком. И вкатить вот эту деталь. Какие варианты цельнолитых деталей уже были до этого? И здесь очень просто ее найти, потому что здесь же у нас стоит Model Y. Вот у нее цельнолитая часть. Вот она. И видите, она заканчивается ровно так же, как в Cybertruck. Вот такой вот переходной пластиной, на которой уже крепится филенка и другие штампованные детали. По большому счету, передняя часть Cybertruck сделана через жопу. И это не потому, что это смешно звучит. Это потому, что так и есть. То есть она сделана ровно так же, как задняя часть большого количества других автомобилей Tesla и уже некоторых других на рынке. Большинству хватает внешности для того, чтобы уже бежать в истерике и кричать, что мы его ненавидим или мы его обожаем. Это машина, которая
только своей внешностью очень сильно поляризует все автомобильное сообщество. А здесь мы показываем и инженерные решения, которые тоже как бы требуют отдельных объяснений и пониманий. И мы не говорим, что это хорошо или плохо. Мы говорим о том, что эта технология вот сейчас внедряется Tesla. Куда она пойдет дальше, мы будем видеть. Как я и говорил, никто еще не показал, как он осуществляет такого плана ремонт. Мы планируем быть первым, но даже мы оттягиваем. У нас получается ремонт точно такой же, как мы делали когда-то с трупом Tesla. Труп Tesla, замечательная широкая S-ка, которая была первым проектом на этом канале, она была очень-очень сильно ударена. То есть, скорее всего, ее задело поездом, либо на нее что-то упало из космоса. То есть, передней части автомобиля не было вообще, она была разорвана, когда попала к нам. И там мы меняли точно так же всю переднюю часть. И это было очень много работы. Этот автомобиль не попадал ни в какого такого типа аварию. То есть это стандартная авария, стандартная небрежность. Вы такую аварию можете сотворить на такого рода автомобиле прям элементарно через 15 минут после того, как посмотрите это видео. Достаточно разогнаться до 70 и встретить столб. Это вообще не сложно. Отвлечься. Вы же постоянно отвлекаетесь на телефон. Большинство из вас рассказывает, что вам не нужен автопилот. Вы вот рулите и одновременно смотрите. Вот. Точно так же, несмотря на наличие автопилота в этой машине, этот товарищ умудрился сделать точно так же. Поэтому это обыденная ситуация, и от обыденной аварии машина может попасть в тотал навсегда. У нее будет поврежден лонжерон, ее спишут в Америке, она поедет куда-то, где кто-то примется за ее ремонт, криво-косо, каким-то образом что-то починит, что-то добавит, какие-то пластины. Я представляю уже, что это будет. Если посмотреть и померить то, что у нас получилось здесь, то лонжероны остались стоять крепко на том же месте. Просто уши, на которых крепится подрамник, они поотлетали. Если применить какую-то фантазию, то, конечно, можно что-то изобрести, чем продлить эти лонжероны дальше. Но это будет абсолютно небезопасно. То есть так делать нельзя, на таких машинах ездить нельзя. Но кому я рассказываю, если кто-то прямо сейчас уже записал, я такой, ага, понятно. Значит, приедет, так и сделаем. Автомобиль получился такой, как Илон хотел. Она обогнала время и технологически. Она, конечно, впечатляет. Общий вес этого автомобиля целиком легче, чем iX от BMW, чем большая часть линейки всех среднеразмерных кроссоверов. А это у нас огромный пикап. Это легкая машина с самой маленькой батареей, которая дает пробега больше, чем большинство пикапов на рынке. Я даже не знаю, кто будет на самом деле от этого расплачиваться. Потому что, допустим, вы купили такую машину в Америке, вы ее ударили, машину списали, вы точно так же пошли и купили следующую машину. Чаще всего у вас будет страховка именно Tesla, а Tesla заинтересована продавать таких машин как можно больше. То есть, может, это было сделано умышленно, потому что Tesla агрессивно захватывает страховой рынок США, и в таком варианте у нас как бы нет пострадавших. Tesla делает продажи, машины эти уезжают из страны, и кто-то будет покупать машину, ударенную в зад, ударенную в морду, и из них двоих слепливать автомобиль, остальные запчасти продавать. Такое тоже может быть, потому что зад — это такая же точная конструкция, как и перед. Есть передняя летая часть, есть задняя летая часть, есть срединка, которая скреплена батарейкой, и, в общем-то, все остальные лушпайки стеклянные и из нержавейки. Tesla пионер, но не единственная компания, которая использует такого рода технологии. Volvo, Polestar, это у нас китайцы, Geely Group, анонсировали, что внедрили технологии HPDC для задних структур электромобилей. Например, Polestar 3 и Volvo EX90. Toyota в 2023-2024 году показала гигакастинг-центр в Японии. Hyundai Kia запустили проект мегакастинг для eGMP-платформы, производства крупных задних секций электромобилей. NIO, Китай. У них уже стоят гигапресс IDRA, как у Tesla, и они делают цельнолитые задние структуры для новых моделей. Это единственная компания, которая уже это делает. XPeng аналогично начали использовать гигакастинг для новых платформ, ориентированных на удешевление. BYD, наши любимчики, в 2024 году показали свои собственные гигапрессы, китайские аналоги IDRA. И уже льют крупные элементы для BYD и Yangwang U8, U9. Это очень интересная машина, я бы с удовольствием на ней покатался. И для массовых электромобилей тоже. Volkswagen Group
На заводе в Вольсбурге в 2025 году запускает гигапресс для платформы SSP. Это будущие модели Volkswagen, Audi и электромобили Porsche. Stellantis. Stellantis — это любители маркетинга. Peugeot, Citroën, Chrysler, Jeep. Все это туда входит. И, естественно, Fiat, потому что Fiat — это основа Stellantis. Уже заказали гигапресса, заказали, но не проплатили. Stellantis — это такие себе ребята. То есть Tesla идет в фарватере. И будут ли такие решения вот именно с передней частью автомобиля, такие, как сейчас уже внедрила Tesla на других автомобилях, мы это будем видеть. И мне лично очень бы не хотелось, потому что в таком варианте все ремонты будут делиться только на два варианта. Либо очень-очень легкий ремонт, либо машина сразу же списана. А раздолье для вариантов ремонта-не ремонта достаточно мало. Целесообразность таких ремонтов именно в странах, там, где работа стоит дорого, ее не будет вообще. Поэтому, если автопроизводители ведут такой вариант развития событий повсеместно, везде, тогда одноразовых автомобилей будет огромное количество. И в этом будущем, я думаю, будет удобно жить, если людей к тому моменту уже заменят роботы. Тогда мы не будем считать нормы-часы, сколько это стоит. Это будут робота-часы. Может быть, компания Tesla видит это наперед, и, может быть, через лет 5 так и произойдет. Главное, что вы теперь знаете больше о современных автомобилях, и для того, чтобы знать еще больше, надо подписываться на этот канал. Увидимся. Пока.